Конец этого года вывалил на мою семью множество проблем. Словно хотел додать то, что не успел за год. Мы продали дом за копейки, уехали оттуда, где жили не одним поколением, и вдобавок ко всему пришлось рассказать бабушке и деду о своих секретах. Им было тяжело это принять, но они смирились. Даже Акила воспринимали хорошо. Правда, бабушка считала его за домового, а он и не обижался на нее. Пирожки ему очень понравились. Оставалось всего пару дней до Нового года, и мы надеялись провести их спокойно. Так как денег за дом мы мало выручили, то смогли купить комнату в коммуналке, но с соседями нам очень повезло. Я так думал. Одинокая старушка с дочерью и вдовец. Все тихие, мирные и добродушные. Конечно, обо мне или о моем новом друге-фамильяре они не знали, да и ни к чему им это. Из милых разговоров женщины было понятно, что они сами тоже не так давно сюда переехали и тоже из деревни. А вот вдовец был очень странным человеком. Когда-то был богат, а как овдовел, отдал все чужим людям, а сам ведет, теперь можно сказать, даже нищий образ жизни. Работает дворником и часто молится об упокоении души своей. Может, взятки брал, кто его знает. Дед мой попытался его потянуть к коллективу, но все без результатов. Было весело наблюдать, как бабушка осваивает микроволновку, а Акил очень любил всякие сайты про мифические создания и мне рассказывает, что правда, а что нет. Я гулял с Акилом, спрятав его в свой капюшон, показывал город, любимые места и магазины. Проходя мимо переулка, Акил резко вцепился в меня. Что такое, друг, боишься темных переулков? Забавно даже. Да нет, запах тут очень нехороший. Он фыркнул. Ну это понятно, что поделать? Вот смешной. Ты не понял, тут смертью пахнет. Он словно как кот на собаку прошипел в мое ухо. Я бы почувствовал. Нет же, это уже произошло. И, скорее всего, повторится. Он высунул моську из капюшона. Что именно ты чувствуешь? Да, неплохо, блин, погуляли. Там было много животных и человек. У вас что, тут любят так развлекаться? Ну, вообще нет, но живодеры имелись. Да как бы нет, хотя, сам знаешь, люди всякие бывают. Я вздохнул. Жалко всегда было животных. Послушай, ты у меня отупел, а? Ведьмак ты или кто? Возмутился, как будто только от меня все зависит. Я не могу следить за всеми. Город-то большой. И чего на меня так взъелся? Ты точно заболел. Как можно не чувствовать такую грязную магию? Вот те и раз. Что? Я не чувствую вообще ничего, может, ты ошибся? Ну, город не маленький и, наверное, много чего тут происходит. Вот и все намешалось. Нет, говорю же тебе, тут все не просто так. Пошли туда. Он указал на переулок. Вот после его высказываний даже страх берет. Акил, что-то мне не по себе. Я сглотнул. Пошли, говорю. И так притопнул ногой по моему плечу. Ну пошли. Делать нечего, пришлось идти. Там было все завалено мусором, крысой и бомжей, которые, глядя на меня, от чего-то прятали лица или же зарывались в коробки. Я прошел до конца переулка, но, услышав шум за спиной, обернулся. Те, что прятались до этого, теперь стояли стеной позади меня и смотрели с ненавистью и презрением. Что-то хотели? Глупо, но вдруг проканает. Ты и тебе подобные, они убивают нас, а мы убьем тебя. Мы не скот, чтобы нас убивать. Один из них насупился. Что? Да я просто ищу свою кошку. Врал я. Ага, да, как же. Знаем мы таких. Глаза холодные и зыркаете, кого бы убить, чтоб эта тварь забрала. Он смачно сплюнул.
Так, стоп, вы меня с кем-то явно путаете. Вот сейчас у меня явно будет приступ, и этот приступ дикой паники. Что? Ты думаешь, что мы тупые? Мы уже устали прятаться. Только пару дней назад такие, как ты, приходили сюда и увели ребенка. Он сделал еще шаг ко мне. Как? Вас же много, почему вы ничего не делаете? Здоровые, даже слишком для бомжей, а постоять за себя не могут. Странно, пронеслось у меня в голове. Ты умный самый, что ли? Ты думаешь, что мы бы сидели молча? Они что-то делают, мы не можем сопротивляться. Но ты отсюда не уйдешь, хватит с нас. И в их глазах было столько презрения. Акил, можешь помочь? Моя истерика набирала обороты, он меня, конечно, обучал, но я еще слишком плохо соображал. Вокруг нас поднялся ветер, а они шли и шли на меня. В какой-то момент я уже было попрощался с жизнью, но тяжелый снег начал слепить им глаза. Они потеряли ориентир. Пора текать отсюда. Я кинулся бежать, не разбирая дороги. Как оказался у своего подъезда, не знаю. Видимо, ноги сами несли к дому. Акил, ты как? Бежал я быстро, поэтому переживал, что он слетит. Я нормально. А вот то, что мы видели, было странно. Ты про что именно? Про бомжей? Нет, с ними все понятно, их приносят в жертву. А вот снег... Он протянул это как-то задумчиво. Так я думал, это ты нам дал возможность смыться. Теперь не понимал и я. Не, это точно был не я. Там я не мог использовать силы. Они почему-то оставили меня. Слишком много плохого и черного. Он с сожалением развел руки. Может, нам не стоит в это лезть? Знаешь, я тоже так думаю. Он как-то очень печально вздохнул. Мы зашли домой. Бабушка напекла пирогов, дед украшал елку. Соседка была занята уборкой, а ее дочь болтала по телефону и жаловалась, что проведет Новый год в сраной коммуналке. Ее даже никто уже не пытался переучить так выражаться, а сосед чистил свою обувь. Настроение было паршивым. Завтра уже 30 декабря. Стоило встретить праздники и не создавать себе проблем. Расстроить родных было бы самым ужасным. Они и так побаиваются того, что я могу. Мы поужинали, легли спать. Только не спалось совсем. Акил, ты спишь? Нет, Косточка. Это он меня так прозвал, по-дружески. Мне почему-то не по себе. Может быть, от испуга не отошел. Если вообще смогу. Теперь буду от бомжей везде убегать. Нет, это ты темной энергией насытился. Отходишь от нее. А это как? Вот смотри, я все думаю, если в том месте все пропитано смертью, злостью, страхом, то оно никуда не уходит, а это значит, что, попадая туда, ты нехотя питаешься ей. Она как зараза. Он молчал. Косточка, а ты физику, химию там хорошо учил? А это-то тут при чем? Ну, хорошо, нет? Да нет, вообще плохо понимал. Это плохо. Вставай. Он соскочил с подушки и прошел на кухню. Все уже спали. И что мы будем делать? Где твой этот, с кнопочками и всезнайкой? Это он про мой ноут. Сейчас принесу. Я взял аккуратно ноут, чтобы никого не разбудить, и вышел на кухню. Открывай так этот окей, который, ну или эту даму пригласи, Алла или как ее. Алиса, Акил, это Алиса. Она не дама, а программа такая. Косточка, вот это мне не важно, давай включай их там уже. Готово. Что ищем? Ах да, ищи, значит, энергетика места. Акил, а при чем тут физика и химия? Ну, по мне так бред, но сказать вслух я не решился. Я открыл Алису, ввел нужные данные, нашел труды некоторых ученых.
Там оказалось много информации, и доказано, что такие места называются аномальными. Но то место, где мы были, не значилось аномальным, хотя его, наверное, тут и не искали. Что конкретно мы ищем? Я смотрел на Акила. Он сидел и читал статью. Подожди, Косточка. Он явно был чем-то заинтересован, а для меня же это были просто буквы и формулы. Я пойду кофе налью, а то усну. Я взял свою кружку, насыпал кофе и ложку сахара, залил кипятком и, конечно же, добавил молока. Вдохнул манящий аромат, сделал долгожданный глоток. И выплюнул все, да так смачно, что Акил подскочил. Ты чего, Косточка? Его удивленные глаза встретились с моими брезгливыми. Да, молоко что ли кислое или еще что-то. Может, кружку плохо помыл от компота. Я вылил кофе в раковину, промыл кружку, понюхал молоко и еще раз налил кофе. Но произошло то же самое. Да блин, что за хрень? Я уже был готов ворчать. Дай мне. Он протянул свои ручонки к моей кружке, сделал глоток и посмотрел на меня. Что? Кофе-то нормальный, а вот что с тобой? А что со мной? И правда, что со мной? Он подошел и посмотрел в мои глаза, долго смотрел, а потом как отскочил. Акил, ты чего? Я бы и сам отскочил, только бы знать почему. Косточка, ты у нас не ведьмак ты. Он прошептал. А кто? Ты же некромант. Он закрыл рот руками. А, да, это кофе тебя так в голову дало, чур мне, чур. Нет, посмотри сам. Он подвел меня к маленькому зеркалу, что было на подоконнике. Я посмотрел, а у меня глаз нет. Нет, не так. Глаза есть, но они черные. Акил, миленький, помоги, не хочу я. Я взмолился. Это твой дар, а из-за черной энергетики он окончательно проснулся. Некроманты не только мертвых поднимают из могил, но и защищаются стихиями и могут многое увидеть. Они вообще уникальны, но всегда только черные. А уж какими быть, сами выбор делают. Он сел на подоконник. Я знал, кого он сейчас вспомнил. Своего первого хозяина и друга, некромант, которого погубили люди за то, что он их спас. Акил, а это плохо, да? Но поговорить мы не успели, так как под окнами послышалась возня, кто-то словно пытался залезть по стенам. Акил молча прошмыгнул на форточку между занавесок и стал приглядываться. Около минуты он был неподвижен, а потом как отскочит. Косточка, скорее шугани их, я помогу. Кого их-то? Тех с переулка. Бомжей? Да, пришли тебя сжигать, сейчас целый дом сожгут. Он бегал из угла в угол, а я схватил чайник с кипятком и начал его выливать в окно. Послышалось чье-то падение и громкий отборный мат. Я начал кидать картошкой. Меня проклинали почем свет. Акил напустил визуального огня, наконец захватчики-поджигатели испугались и сбежали. Отлично, теперь они знают, где я живу. Я сел на пол. Вот эта новость была просто ужасной. Нужно разобраться во всем, и, видимо, придется идти к ним снова. Видимо. Вот тебе и Новый год, блин. Я выругался. Прости, Косточка, это я виноват. Он опустил голову. Нет, Акил, но я обещаю, мы справимся. Я протянул руку и посадил его на плечо. Он тоже так думал. Акил тяжело вздохнул. Страх его окутывал, и это видно. Значит, лучше будет идти без него. Кое-как ближе к утру, но мы все же уснули. Я проснулся от вкусного запаха. Бабушкины пироги. Но поесть не смог. Мои вкусы от чего-то поменялись. Меня это уже начало раздражать.
Акил спал, и я решил его не будить. С собой взял все то, что успел сделать, и пошел в тот переулок. Нужное место я нашел быстро, только вот как к ним подойти? На разговоры они будут явно не настроенные. Но идти придется все равно. И я пошел. Встретили меня тихо, даже как-то безразлично. Только женщина сидела и плакала, сжимая детское одеяло. Я подошел, она прижала его к груди и в испуге прижалась к стене. «Что у вас случилось? Прошу, я не враг, честно». Я протянул ей руку, но она еще больше впечатывала себя в стену. «Да прошу вас, я хочу помочь, я не злой!» Я выкрикнул, тем самым заставив других повернуться ко мне. «Что? Мало забрали, еще надо?» Тот самый мужик, что вчера пытался на нас тут напасть. «Пожалуйста, выслушайте меня, прошу, я не враг». «А кто ты? Думаешь, мы по тебе не видим?» Он злился, но подходить, видимо, не решался. «Кто это сделал?» Я посмотрел на женщину. «Тю, а то сам не знаешь!» Какой глупый мужик. Сколько лет, а ума да нет. И я не знаю, я ребенок еще, вы не видите, я просто подросток. «И что с того? Такой же ублюдок, как они!» Вот те раз. Да кто они? Ладно, не хотите себе помочь, не надо. Я тогда пошел и сами тут спасайтесь. Я развернулся. «Стой!» Женщина схватила меня за руку, я посмотрел на нее. «Да что ты делаешь, он же убийца!» Мужик винил меня, а я даже не знал в чем. «Я вам еще раз говорю, я пришел помочь вам!» Уже почти шипя сказал я. «Ты правда можешь помочь?» Слезы потекли по лицу женщины. «Да, могу. Мне нужно знать только, кто это». «Это женщина. Она средних лет. Она приходит, и мы не можем ничего сделать ей. Забирает ребенка или девушку и уводит. А больше потом мы их не видим». Она заплакала, а у меня сердце сжалось. «Но почему вы отдаете ей? Мы словно под гипнозом. Сегодня она забрала моего мальчика. От нее не убежать. Она преследует нас. Мы даже пробовали уходить в разброс, но она везде нас находит. А зачем они ей?» Говорит, что пора кормить хозяина. «Интересно, вы позволите?» Я протянул руку к одеялку. «Да». Она протянула его мне, и взгляд был обреченным. Я сел рядом с ними на какой-то ящик, взял одеялко и попытался почувствовать хоть что-то, но меня постоянно сбивало. Но я понимал, что ребенок еще жив, и жив он будет ровно до крещения. А это значит, что до 7 января у меня было время. Озвучивать и обнадеживать я не хотел. Попрощавшись и забрав одеялко, я пообещал, что приду, как только смогу. Придя домой, я обнаружил недовольные взгляды бабушки и Акила. «И как это понимать, Косточка?» Он был очень зол. «Акил, я все расскажу, только потом. Сейчас мне нужна твоя помощь». Я протянул ему одеялко, и позади меня что-то рухнуло. Как оказалось, это был сосед. Благо Акила видит те, кому он позволяет, но от чего он упал, непонятно. Мы привели его в чувство, а он смотрел на одеялко, словно я у него взял. «С вами все хорошо?» Я посмотрел на него, и тут меня пронзила боль, как будто грудную клетку ломают. «Да, все хорошо». А из глаз слезы, а меня рвет на части, и так смертью пахнет. «Вы уверены?» Я следил за его взглядом, но мужчина разрыдался. «Расскажите, может, легче станет?» Я пожал плечами. «Вы не поверите. Скажете, что я с ума сошел». Он вздохнул. «Обещаю, что просто выслушаю и не буду делать выводов». Я положил ему свою руку на плечо. «Это случилось 5 лет назад. Я был успешным и самым счастливым.
У меня была жена, самая лучшая на свете, и маленькая принцесска, доченька. Я жизни в них не чаял, все делал, и скажу честно, что несмотря на свои деньги и связи, я помогал людям. Только это меня изгубило. Я возвращался домой со своей семьей и увидел странную картину. Женщина бежит за человеком в плаще и молит пощадить, а у человека ребенок в руках. Плачет так, а у меня сердце сжалось. Я остановился и решил вмешаться. Женщина была матерью, а тот, кто в плаще, это женщина. Какая-то странная. Говорила, чтобы уходил, а то пожалею. Я пригрозил ей, что если в покое не оставит и не вернет малыша, то хуже будет. Она посмеялась и сказала, что тогда моего заберет и ни одного. Развернулась и, отдав ребенка, ушла. Догонять я ее не стал, сумасшедшая какая-то. Мать ребенка благодарила и сказала, что будет молиться за меня и мою семью. Мы довезли их до дома и поехали. Только домой мы в тот день так и не приехали. Было поздно, темно. И на дорогу выскочила та самая, сумасшедшая в плаще. Я не успел затормозить и сбил ее, но пока я сидел и думал о том, что сбил человека, то даже не заметил, как она встала. Ее тело было сломано, ее перекосило, но ей было все равно. Запекшиеся капли крови блуждали по ее лицу, втекая обратно в раны. Я думал, что слишком сильно ударился головой, но моя жена закричала от ужаса. Она тоже это видела. Я выскочил из машины и кинулся на нее, но она только посмеялась и отбросила меня как котенка. Я оцепенел. Я видел только ее глаза, а когда очнулся, то моей жены и дочери не было. Я искал их, долго искал, а потом нашел. Мертвыми, на кладбище, в склепе. Их принесли в жертвы. Я отдал все. Я отдал все, что имел. Искал убийцу, но все было бесполезно. Теперь я только молюсь и каждый день жду, когда найду ее, ту, что забрала их. Его глаза побледнели, а из глаз потекли слезы. Он постарел лет на 10 после своих слов, а по волосам поползла рябь седины. Я вам верю, мне было его жаль. Он просто не смог пройти мимо и поплатился. Ему стало очень плохо, и мы вызвали скорую. Единственное, что он мне сказал, это открыть ящик его стола, когда никого не будет рядом, и я кивнул. Его увезли в больницу, сердечный приступ. Я чувствовал его боль, но помочь не мог. Его раны никто не сможет залечить. Душу вылечить нельзя. Я и Акил воспользовались суетой и нашли конверт в ящике. Огромный и толстый. Сразу видно, что там много чего интересного. И посмотреть там было на что. Только вот порадоваться нечему. Множество ритуальных убийств. Слухи о злой ведьме, маньячка на детей, расчлененка на кладбище. Но одну деталь наш сосед все же заметил. Другие, видимо, нет. Ритуальные убийства происходили хоть и на разных кладбищах, и в разных городах, но только в склепе, у входа которого стояла статуя, напоминающая какую-то горгулью или что-то похожее. Надо было поискать теперь такую же. Но также, что на фото примерно за месяц до убийства этой статуи нет. Потом около месяца она там, а потом снова нет. Люди что, совсем ослепли? Интересно, почему никто не видит этого? Я сидел и размышлял. Косточка, они не увидят. Это ты можешь увидеть, и те, кто столкнулся с этим. Давай, собирайся. Акил протянул мне вещи. Я так понимаю, что мы идем на кладбище искать. Акил утвердительно кивнул. Собрался я быстро. Мой помощник собрал что-то в мой рюкзак, но я на всякий еще нож положил. Перед кладбищем мы зашли в тот переулок. Здравствуйте, я хочу вам кое-что показать. Я протянул фото. Статуя.
Она что, появляется, а потом пропадает? Женщина моргала глазами. Какая статуя? Ага. А вот кроме меня и ее никто не видел статую. Понятно. Вы не переживайте, я попробую помочь. Я попрощался и ушел, но чувствовал ее тяжелый взгляд. Теперь и ее глаза будут видеть, но голос будет молчать. Она просто не сможет никому рассказать. Ее сочтут сумасшедшей, вот и вся будет история. Мы прошли 2 кладбища. Уже стемнело. Нужно было возвращаться домой, но мы не могли вот так просто сдаваться. Поэтому было решено искать, как бы не было холодно и страшно. Проходя мимо больницы, за которой через метров 500 было кладбище, я увидел, как наш сосед сбегает с больницы. Фуфайка, пижамные штаны и тапки. И далеко он собрался. Мы поспешили за ним, и он тоже направился к тому самому месту, куда мы шли. Нас он даже не заметил, нужно было его остановить. «Эй, стойте!» Я догнал его. «Ты? Ну что ты тут делаешь? Ты еще ребенок!» Он смотрел на меня с тоской. «Это не важно, но статую я тоже вижу. Я не как все». Я пожал плечами. Не говорит же ему, что я некромант какой-то там. «Ты видел? Значит, я не псих, и мне не показалось. Нужно успеть найти ее, иначе будет поздно. Я знаю, что много лет они отбирают детей у тех, кому негде жить». Он сжал кулаки. «Так, у вас сердце больное, поэтому вы идете в больницу, а мы дальше». «Нет, я никогда не прятался, и я уверен, что она тут». Он был полон решимости и боли. Меня словно током било от его ноши. Я чувствовал, что он умирает. Каждый день, особенно когда он открылся, то стало понятно почему. Спорить было бесполезно, поэтому мы пошли. Почти уже потеряв всякую надежду, мы услышали голоса. Скорее даже хор голосов, которые что-то пели. Подкравшись незаметно, мы спрятались за камнем. Пьяная молодежь, изображающая из себя прислужников самого дьявола, что-то пританцовывали и рисовали круги. Статуя была на месте, и они ее явно видели. А это могло значить только одно: либо они проклятые, либо убийцы. Я повернулся к соседу и хотел спросить что-то, но увидел ужас в его глазах. Обернулся, а там она, женщина из его кошмаров. Хромая и кряхтя, перекошенная на бок, лицо дряблое в морщинах, но такое ощущение, что ей не больше 40 лет. Кривые руки и слишком желтые зубы. Она воспевала своим противным голосом какие-то слова, обливая статую кровью. Скольких же она принесла в жертву? Молодежь веселилась, кланялась ей. Они резали руки и обмазывали статуи своей кровью. Им было весело, но я чувствовал, что они не доживут до утра. Впервые я увидел смерть, которая медленно шла к ним по очереди, ставя свою метку. Она никогда не вмешивалась, она только забирала того, чье время пришло. Проплыла плавными шагами мимо нас и остановилась. Мое сердце замерло. Плохой знак, очень плохой знак. Стоит. Она просто стоит, ждет. Значит, домой сегодня вернутся не все, а может быть и вовсе никто. Но она не ставит метку. Сосед ее не видит, но я вижу, четко вижу. Акил посмотрел мне в глаза. Я знаю, что он увидел мой страх. «Тебе страшно, Косточка?» Страшно, очень. Я сглотнул ком в горле, и мне показалось, что я услышал смешок самой смерти. «Косточка, я не хочу снова быть один». Я увидел его слезы. Все будет хорошо. Верил ли я в свои слова? Конечно же нет. Часы пробили полночь, женщина притащила 4 большие корзины. Оттуда доносился плач. Среди тех детей не было того мальчика, значит, он в склепе. А кто еще там, интересно?
и она начала что-то завывать. Молодежь увидела детей. Похоже, их начало отпускать, и им это показалось невесело. Но было уже поздно. Ее попытались остановить, но она так ловко перехватила руку и свернула парню шею, а остальные сделали шаг назад. Женщина впилась зубами в мертвого и стала его грызть, словно это кусок говядины. Те, кто попытался сбежать, просто оцепенели, как под гипнозом. Пока она раздирала одного, другие начинали задыхаться и захлебываться в собственной крови. Насладившись этим, она вложила ритуальные ножи им в руки и пошла к детям. Пора. И я выскочил. «Эй, ты, тварь!» Меня трясло, она обернулась, и я пошатнулся. Черная, противная, сухая. Ее кости торчат из-под кожи, словно она одела костюм, который ей мал. Хромая и косая полетела на меня. Я увернулся, ударил ее ножом, но он в ней так и остался. Она лишь захрипела, смеясь. Ее костлявая рука потянулась к моей шее, и я начал задыхаться. Я старался уйти подальше, но не мог. Мое тело меня словно отвергало. Легкие стали сжиматься. Она хрипела и шла на меня. Я чувствовал, что из-за меня Акил тоже оцепенел. Она его тоже учуяла и убивала нас двоих. Я пытался собрать в себе силы, что-то начертил в воздухе из защиты, но стоило мне поднять руку, как она сжимала мое горло сильнее. Голова шла кругом, земля уходила из-под ног. Чей-то бег и огромный басистый голос. Вот и встретились! Это был сосед. Что он творит? Ему нужно бежать. «Уходите!» Я еле прохрипел ему это слово. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, я смог достать из кармана камень и кинул его в сторону Акила. Ее рука, та, что была направлена на него, полыхнула зеленым, и она не смогла снова его захватить. «Косточка, ты что? А ты? А как же ты?» Акил был в защитной клетке. Пока я его не отпущу или не умру, он не сможет выйти. Так было надо. Я не хотел ему плохого. Для себя же и этой неизвестной я приберег другой камень. Камень смерти. Он убивает и проклинавшего, и объект. Только так я могу ее уничтожить. Я достал камень и почти кинул в нее, но мой сосед его перехватил. «Так надо, мальчик, я решил». И я не понимал, что и как. Женщина не отпускала меня, но усилила хватку, мир снова поплыл перед глазами. И тут крик, противный визг, и я улетел в сторону. «Ты и я! За мою семью!» Сосед держал камень и кинулся с ним к ней. Женщина перехватила его руку, и он крикнул «Забирай!». Кому, кого, я не понял. Смерть тихо подошла к нему и коснулась плеча. Камень принял жертву, и мужчина упал на землю. «Нет!» Она завизжала, ее раны открылись, косточки начали сыпаться. «Ты! Это все ты!» Она прохрипела и начала гореть. Меня внутри все разрывало. Такой сгусток злобы и грязи пытался запихать в мою душу. Я сопротивлялся, она горела. Трупы горели, дети плакали. Я подполз к Акилу. «Друг, там дети, спаси». Я убрал камень от него почти без сил. «Косточка, а ты?» Акил метался между мной и детьми. «Акил, дети!» Я еле произнес и совсем упал на землю. Мне было больно, меня крутило и вертело, а потом была пустота. Очнулся я в больнице. Как раз по версии полиции я нашел сектантов и маленьких детей, которых они хотели убить. Увидев меня, они кинулись и избили меня и моего соседа, который хотел мне помочь. Перепив алкоголя, они забили его насмерть, кого-то сожгли, а из-за алкоголя устроили кровавые обряды, тем самым устроив огромный пожар, и погибли. Все, что я успел, это вынести детей к воротам кладбища. Их было 9.
и упал без чувств. Акил спал у меня на подушке. Думаю, что нам предстоит долгий разговор, но не сейчас. Женщина, которая была там в переулке, пришла меня навестить. Ей помогли люди из социальной защиты, и она больше не жила на улице. Соседа было очень жаль, он был хорошим, и его странности были теперь понятны. Я смотрел газеты, статуя так и не пропала. Это значит, что еще ничего не кончилось. И в подтверждение моих слов ко мне пришла сама смерть. Твоя нить судьбы стала тонкой, молодой некромант. Подумай хорошо над тем, что задумал. Она удалилась точно так же тихо, как и пришла. Акил посмотрел на меня. «Косточка, ты обещал меня не бросать!» Я с тобой, друг, хоть ты и нечисть. Я улыбнулся. А сам-то по покойничкам специалист. Он фыркнул, но мы друг друга поняли. Мелькающая тень, которая везде мне мерещилась, росла все больше. Это тот самый сгусток энергии, который я не принимал. Сила без хозяина, но победить ее или перенаправить я еще не мог. Оставалось надеяться, что она не сможет перейти из мира мертвых в живой. Проблемы пришли, решения не было. Вот и Новый год наступал в нашем городе. Все веселились, праздновали, а я не мог. Мой мир померк. Мне стало страшно. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.